Здравствуйте, меня зовут Элина, мне 26 лет. В подростковом возрасте мне уже начал нравиться мой нос, его форма, как он выглядит. И глядя в зеркало, я постоянно думала, если бы у меня был нос другой формы, такой же, как у всех, такой прямой, изящный. Мои черты лица выглядели бы покрасивее, помиловиднее, что ли. Про ринопластику я узнала немного позже. Процедура, конечно, очень дорогая, и откуда у студента столько денег. Но на данном этапе в моей жизни я начала зарабатывать хорошие деньги. И одна из первых мыслей, которая мне пришла в голову: вау, я смогу себе позволить операцию, это как бы моя давняя мечта. Но на этом моя радость немножко подзакончилась, потому что начался период, когда нужно было искать клинику. Клиник очень много, сейчас индустрия хирургии очень развита, и найти самую лучшую клинику, самого лучшего врача оказалось такой трудоемкой работой. Я примерно месяц потратила, и безрезультатно. Помимо того, что я в интернете искала, хотела с кем-нибудь посоветоваться, у кого-нибудь спросить про репутацию той или иной клиники. И как-то в одном из вечеров, сидя на платформе Facebook, я наткнулась на медицинское агентство Медью. И считаю, что мне очень повезло. Агентство предоставило мне большой выбор клиник, лучших клиник Сеула. В некоторых из них даже делали пластическую операцию звезды Кореи. Все записи на прием, маршруты, все вопросы до и после операции, полное сопровождение. Всю самую трудную работу сделала Татьяна, и все было сделано на высшем уровне. Татьяна, я вам очень благодарна, без вас бы я точно не справилась. Свой выбор я оставила на клинике пластической хирургии JW, доктор Сун Ман-кун. Мне понравился его вариант реконструкции моего носа, я считаю, что он мне более подходил. Так как это впервые, немножко страшновато, а за результат, я особо не переживаю. Я думаю, все будет хорошо. 엘리나는 사실 이렇게 쉽지 않은 코였어요. Честно говоря, кейс Элины не был простым. 코뼈가 굉장히 넓고 Нос горбинка, при этом носовая кость широкая. И еще сложность была в том, что нос слегка вздернут вверх. Сам нос короткий, а кончик вздернут, и поэтому ноздри были чересчур видны. Во время операции прежде всего была удалена горбинка. Поверхность сделана гладкой. Далее была проведена остеотомия, чтобы сделать нос уже. Затем был использован внутренний хрящ для коррекции длины носа. Но внутреннего хряща, так как нос сам по себе маленький был, было недостаточно, поэтому частично был использован ушной хрящ. И еще одновременно была проведена коррекция ноздрей. Думаю, что операция прошла успешно, и результат будет хороший. Через неделю лечение закончится, и можно будет убрать швы, и тогда уже можно жить обычной жизнью. Но, конечно, отеки еще останутся. Это зависит от индивидуальных особенностей. У тех, кто склонен к отекам, реабилитация может затянуться до полугода. У тех же, у кого проблем с отеками нет, реабилитация может занять от 2 до 3 месяцев.
Хочу выразить огромную благодарность доктору Со Магун и компании Медию за мое прекрасное преображение.